Привет, меня зовут Саша Акимов, и сегодня я расскажу вам про объектив для APS-C камер Viltrox 56 мм f1.4. Я его уже почти год использую в разных очень сценариях, в самых разных условиях. Очень немало на него снимков сделал. Поснимал, конечно же, не только портретики, и видео, и фото. В самых разных обстоятельствах я его использовал. И это довольно интересно, я уже готов про него теперь рассказать, прям полноценный нормальный обзор сделать. И, конечно же, как вы понимаете, интересно здесь заключается в том, что недорогой и одновременно светосильный объектив – это всегда, конечно же, какие-то компромиссы. На этот объектив я, конечно же, в основном все-таки делал не фото. Его фотовозможности для меня, конечно, являются просто дополнительным каким-то бонусом, потому что в основном я все-таки использую его для видеозаписи, и даже сейчас он на камеру установлен, этот Viltrox 56.1.4. Он последние несколько месяцев пишет мою говорящую голову в роликах, он также пишет и меня на стримах, потому что это достаточно неплохое фокусное расстояние для того, чтобы писать рожу человека, то есть 56 миллиметров в эквиваленте на пересчитывать, да, если как будто бы это был бы полный кадр, то это 85 миллиметров приблизительно. Примеров видео тут, наверное, не будет, потому что и так, вы видите, вот как он пишет видео и так в данный момент. А примеры фото мы посмотрим чуть позже, но давайте сначала немножечко о компании несколько слов скажу, которая, собственно, его делает. Viltrox — это китайская компания, и по меркам вот этих вот всех фотогигантов, мастодонтов, еще японских, да, компания эта молодая, стартовали они в 2009 году, и начинали они потихонечку, как говорится, да, там Москва не сразу строилась. Они сначала выпускали какие-то аксессуары, периферию для фототехники, какие-то переходники без автофокуса простенькие, макрокольца еще делали, какой-то свет, может быть, не самый клевый. Я, по крайней мере, не слышал, чтобы их свет кто-то восхвалял или какие-то обзоры на него не видел. Может быть, он где-то и есть, но я, по крайней мере, ничего не слышал про это. И вот в начале десятых у них произошел такой поворотный момент, когда они стали все-таки делать переходники с автофокусом, и зачастую достаточно неплохо, достаточно качественно у них это получалось, при том, что они часто это делали, скажем так, не то чтобы там воруя каким-то образом, да, наработки у самого производителя, если у того был, допустим, переходник какой-то, а скорее занимались каким-то обратным инжинирингом, то есть они прям разбирались в алгоритмах того, как какая камера фокусируется, и более-менее как-то делали так, чтобы переходники работали, и это прям, реально неплохо у них получается. Я вот, например, использовал на предыдущей своей камере для записи говорящей головы тоже переходник Viltrox. Эта камера была Canon EOS M6, и на нем стоял переходник на EF стекла, и все прекрасно работало, автофокус следил. Но самое главное, что этот переходник стоил буквально ровно в 2 раза дешевле, чем официальный, оригинальный от Canon. Помимо того, что они делали переходники очень хорошие, качественные и при этом недорогие, они также еще и делают довольно-таки клевые спидбустеры. И учитывая, опять же, то, насколько их продукция значительно дешевле, чем родные переходники, и чем какой-нибудь Metabons, например, при том, что там по качеству разницы 0 вообще, никакой разницы нет, но при этом этот переходник будет стоить там в 2, может быть, даже иногда в 3 раза дешевле, чем официальный, который там от самого производителя. Так зачем платить больше, как говорится, да? Естественно, абсолютно, что Viltrox завоевали народную любовь таким образом, простейшим, самым таким в лоб образом, да, как бы делаешь клево и недорого. И вот на волне этого успеха они также стали несколько лет назад делать и свои собственные объективы под самые разные системы, и стартовали они как раз таки вот с этих вот козырных объективов серии под APS-C формат. Это 23 мм f1.4, 33 мм f1.4 и 56 1.4 наш сегодняшний герой. Позднее они дополнили эту линейку еще и чудесным 13 мм f1.4. Появились у них также и замечательные по соотношению цена-качество объективы для полнокадровых матриц, то есть для полнокадровых беззеркальных камер, и для Nikon, для Sony,
для L-маунта у них тоже есть. Единственное, что для RF байонета они успели выпустить только, насколько я помню, 85 1.8, но потом Canon что-то полез в залупу и начал, в общем, со своего байонета всех китайцев прогонять, грозить судилищами и так далее. Так что, ну, кто-то там кое-что на самом старте RF байонета успел выпустить. У Samyang есть несколько классных стекол, у Yangno есть несколько неплохих объективов. Ну, Canon пока что что-то выпендривается, артачится и никого не пускает. Пока что вроде официально только Мэйки 85 1.4 вышел, ну, с одобрения Canon, так сказать. Ну, а я когда выбирал себе стекло для того, чтобы, ну, делать и видео, и фото без особых искажений каких-то, да, пропорций в кадре, то есть, ну, условно 85-ку, соответственно, 56 миллиметров, ну, или полтос хотя бы, да, я что-то вот такое рассматривал. Я, конечно же, поглядывал в основном поначалу на Sigma 56 1.4. Sigma Contemporary есть также для кропов, но ввиду стесненности, да, финансов своих, я все-таки выбрал объектив, который подешевле, и я не думаю, что, в общем-то, я сильно прогадал, потому что снимаю я все равно не на 1.4 в большинстве случаев, да, естественно, сейчас на прикрытой дырке идет запись, если бы это было на 1.4, тут все было бы в хламину, и у меня бы там, не знаю, нос был бы в резкости, наверное, там один только, а при этом еще и хромота какая-нибудь полезла бы. Ну, о качестве картинки на открытой диафрагме мы поговорим чуть позже. Сейчас сначала объектив я в руках покручу, вам покажу, как он устроен, и уже потом к картинкам перейдем. Объектив довольно-таки небольшой, но он, я бы не сказал, что легкий, все-таки конструкция у него полностью металлическая, и сделан он реально на совесть. Тут такой он плотненький, крепенький, байонетное крепление здесь тоже из металла. Вон, видите, какой здоровенный здесь задний элемент. Ну, влагозащиты тут, к сожалению, нет, никакой юбочки здесь не присутствует, но зато вот тут есть у нас вот порт USB Type-C для быстрого и легкого обновления прошивки. Колечко для фокусировки объектива очень плавно движется, оно такое прям широкое-широкое, нет никакого переключения на объективе, типа в мануал, например, и, ну, и вообще никаких дополнительных кнопок тут нет. Кольцо диафрагмы не имеет щелчков, что мне не очень, честно говоря, нравится. Я все-таки люблю, когда щелчки были, и двигается оно легко, так что его можно случайно сбить, изменив непреднамеренно, да, настройки экспозиции. Единственное, что на корпусе еще дополнительно имеется, это, наверное, только вот этот шильдик с буковкой C. Я не знаю, правда, что она означает. Диафрагма имеет 9 лепестков, диаметр светофильтра всего лишь 52 мм. Ну, еще здесь есть охуенная металлическая бленда. Не знаю, сейчас попаду или нет. Ею так сходу, оп, попал, да, кстати говоря. И она реально из металла, как и весь объектив. Это прям круто. Ну и самый главный вопрос, который всех, конечно же, интересует, это то, насколько объектив рабочий на максимально открытой возможной дырке f1.4. Потому что одно дело, в общем-то, такое нехитрое написать на объективе, что у тебя есть дырка f1.4, и, да, ее как-то реализовать худо-бедно. А вот сделать так, чтобы объектив у тебя на этих f1.4 не сосал, это уже трудновато. Ну и вот вам наглядный пример. Я застал котика, сидящего на дереве, благо у Nikon Z30 есть фокус по глазам животных, и особо выцеливать ничего не нужно было. Это фото сделано на максимально раскрытой диафрагме. Как видите, хроматические аберрации имеются в изобилии, и всех мастей, расцветок, и циановая кайма, и жесткая пурпурная, и даже рыжие какие-то тут каемочки появляются, которые, ну, не так часто, в общем-то, можно увидеть. И вот снимок этого же котика, но уже на f2. Практически абсолютно чистая картинка. Так что f1.4 тут есть, и оно, в общем-то, даже, наверное, не самое страшное, которое я видел f1.4 среди множества, да, объективов, которые я тестировал. Но все же
для того, чтобы добиться максимального какого-то баланса между размытием и качеством картинки, чтобы у тебя и резкое изображение было, и по минимуму хроматических операций, лучше дырку прикрывать все-таки хотя бы до f1.8, но лучше даже до f2. Хотя я, конечно, как только купил объектив, по первости быстренько понаделал немало снимков на максимально открытой дырке на f1.4, и я бы не сказал, что они прям как-то ужасные, как-то катастрофичные, или это прямо брак. Ну да, картинки, в общем, не идеальные, я там подзадавил слегонца хроматические аберрации, и, в общем-то, ну, вполне себе сойдет. Хотя 90% снимков, конечно же, я делал на диафрагме f2. Во-первых, тут и грипп получается вполне себе нормальное, у тебя то, что тебе нужно, лицо, весь фейс модели в нормальной человеческой резкости, и при этом у тебя до сих пор еще очень хорошо, красиво размывается задний план. И при этом хроматические аберрации не резвятся на волосах у модели. Автофокус, ну, по крайней мере, на Nikon Z30 ведет себя отлично, работает просто прекрасно, абсолютно замечательно работают все режимы, слежение там по людям, по животным, как угодно, по всем точкам, по одной точке, трекинг объектов, то есть абсолютно работает замечательно, не хуже ничем, чем какое-либо родное стекло для Никона. К слову, этот объектив в абсолютно полном автоматическом режиме, тупо со слежением по глазам, я использовал как раз-таки для съемки случайных прохожих, которые, да, шли нам навстречу, когда мы вот этот шутливый ролик с Ильей снимали про фальшивый стрит. Там я решил полностью полагаться на автоматику, вообще не запариваться для этого ролика, просто щелкал все подряд. И, конечно же, промахи были, но они были нечасто и иногда бывали, когда не очень критичные. Ну, автофокус не попал идеально в глаз, там, да, допустим, где-нибудь на ресницах, там на дырке 1.4, получается, все-таки глаз немножко не резкий, лицо там в каком-то таком легком смазе. Ну, ничего такого супер страшного в этом я не вижу, тем более, что человек движется, какая-то динамика у этого присутствует. И тут скорее вопросы даже, может быть, к Никону, а не к Viltrox должны быть, потому что какого хрена ты не попал. Так что, если вдруг окажется, что вы дебил, который любит вот этот фальшивый стрит, псевдострит такой снимать с прохожими на портретник, то Viltrox 56 мм f1.4, в общем-то, не самый худший вариант для этого. Также, например, я этот объектив использовал еще и в театре, где мне нужно было подснять немножко актеров. И его высокая светосила f1.4 оказалась там как нельзя кстати, потому что, ну, мне не хотелось затирать ISO, но хотелось при этом оставаться в рамках выдержки хотя бы 1/100. Ну, сами понимаете, в театре очень темно, и освещены были только актеры. Я включил режим замера такой, чтобы замер был только по светлым объектам, и четенько фокусировался на актеров. Объектив этот использовался у меня и для съемки снэпов, и для какой-то студийной фотографии. Ну, в основном не как основной, конечно, а так чисто для разнообразия. Ну, потому что в студии, особенно если она такая не очень большая, 85-ка это уже, ну, далековато. Тебе или отойти самому некуда, или приходится как-то там раскорячиваться, чтобы модель нормально в кадре разместить. Ну и, конечно же, я юзал этот объектив для абсолютно стандартных, нормальных человеческих портретов, где важна именно мордашка модели, а все остальное можно размывать в хлам и даже иногда нужно. И размытие на прикрытой диафрагме до f1.8, до f2 вполне себе приятное, мягкое, растушеванное, ну просто кайфовое.
Ну как же этот объектив боится бликов и любой какой-либо контровой засветки, это просто пиздец. Даже при наличии бленды на нем, то есть если у тебя худо-бедно какой-то минимальный лучик света в кадр попадает, то все, это полный распад картинки, полная потеря контраста. Вот с засветками тут прям очень серьезная беда. В паре съемок я это использовал даже скорее как фишку, такую потерю контраста в части картинки, чтобы подчеркнуть такую, не знаю, в светлых тонах сделать, как это называется, в высоком ключе, короче, да, это называется. Мне кажется, эта дымка или пелена, она как-то добавляет немножко подобным кадрам шарма, и потом всегда можно говорить, что это не баг, а фича. Сделать вид, что тобой так и было изначально задумано. В итоге я хочу сказать, что если нужно прям вот безупречное качество картинки с открытой или там, да, ну вообще более качественная картиночка в целом, то тут, конечно, лучше остановить свой выбор на Sigma 56 f1.4 Contemporary, которая есть под все APS-C байонеты, даже под ныне покойный EFM. Но для моих абсолютно любительских задач по съемке каких-то милых няшек и для записи моей говорящей головы, тем более на прикрытой дырке, тем более с контролируемым светом в абсолютном, да, как бы мануале, в вакууме, да, в таком, где все четко поставлено, мне Viltrox полностью абсолютно хватает. Сейчас, кстати, Viltrox расширяет свою линейку объективов для APS-C камер. У них в данный момент уже появилось 2 объектива из их Pro серии. У них есть абсолютно божественный 75 f1.2 Pro, на который у меня в скором времени появится также обзор на канале. Снимков я там прилично понаделал уже, вполне достаточно, чтобы про него хоть что-то рассказать можно было. Также у них еще появился 27 мм f1.2, но я его пока что в руках не держал. Но я думаю, что судя по обзорам, которые я видел, по отзывам, которые я наблюдаю, это тоже очень хороший объектив. Единственное, что он прям для 40 мм в эквиваленте огромный, конечно, но я даже, наверное, подумаю, может быть, его когда-нибудь и взял бы на какую-нибудь камеру себе. А также Viltrox скоро выпустит еще и серию, наоборот, более недорогих объективов, куда уж, да, дешевле, чем те, что и сейчас есть, да, но там будет дырка уже не 1.4, а 1.8, соответственно, цена будет пониже, и тут ситуация, в общем-то, тоже вин-вин. Это получается, что самому Viltrox это хорошие продажи и хайп, и раскрутка, а людям достаточно качественные, скорее всего, объективы за очень небольшой прайс. Ну, а я надеюсь, что вам было интересно узнать мое мнение про этот объектив. Ставьте лайки, подписку не забудьте, если вы вдруг не подписаны по какой-то причине. Также заглядывайте в описание, у меня там ссылочки на Telegram, на Boosty и прочие, да, возможности меня поддержать, в том числе соцсети, можно зайти там, полистать картинки какие-нибудь, посмотреть. Я, в общем, желаю вам сочного боке и красивых моделей. До новых встреч, пока!